Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал со сложным названием. Созданный совместным предприятием Volkswagen и JAC, бренд Soul, именуемый в китайском прочтении Сихао, недавно был переименован в Сехол, а на шанхайском автосалоне бренд представил свой новый лифтбэк A5 Plus, который технически является бывшим JAC Juawe A5 двухлетней давности, сменившим марку в конце прошлого года. Воплотив в своем облике лучшие черты корейской и европейской автомоды, этот автомобиль должен понравиться как начинающим, так и более опытным водителям. При этом приятной неожиданностью по замыслу производителей должна стать цена новинки, которая будет существенно ниже, чем у одноклассников от других брендов. Но теперь познакомимся с фейслифтинговой моделью поближе. Дизайн JAC A5 Plus, испытавший на себе влияние итальянских мастеров, стал сильной стороной новинки. Несмотря на несколько тяжеловесную визуальную заднюю часть, в целом автомобиль смотрится очень гармонично и, вне сомнения, сможет привлечь внимание на дороге яркой светотехникой, огромными воздухозаборными системами и интересным рельефом. Наиболее интересно у A5 Plus исполнена морда. Она поставлена на средней высоте и не отличается длиной, однако выглядит очень шикарно. Стремительный наклон ветрового стекла подводит ляд к небольшому капоту с маловыразительным продольным рельефом и шильдиком бренда в передней наклонной части. Прямо перед ним расположились узкие стрелы головной светодиодной оптики с блоком огней дневного хода. Между ними красуется шестиугольная округлая радиаторная решетка мощной хромированной окантовки. Внутри нее имеется дюжина вертикальных ламелей, также оформленных хромом. Профиль нового кузова выглядит дорого и брутально. Колесные арки с крупными для моделей данного класса легкосплавными дисками и утолщенными порогами эффектно подчеркивают серьезность и агрессивность облика. Кстати, автомобиль, вне зависимости от модификаций, оснащается безальтернативными 17-дюймовыми дисками, шинами размерностью 215 на 50. По размерам обновленный лифтбэк оказался между Octavia и Superb. Длина составляет 4780 мм, ширина достигает 1820 мм, а высота 1492 мм. Колесная база остановилась на отметке в 2770 мм, а клиренс составил всего 145 мм. Что касается багажного отделения, то его объем позволяет вместить до 650 литров баклажи, но если сложить задний ряд сидений, то места хватит уже на 1650 литров. Внутри новый JAC A5 Plus лишен той вычурности, которая присутствовала в его внешнем облике, однако все материалы выглядят качественными. При отделке использовались два вида пластика – ткань, вставки под металл и даже эко-кожа. Кроме того, машина может похвастаться очень удобными креслами и вполне современной мультимедийной системой. Центральная консоль отличается прямыми линиями, массивностью и минимальным числом физических кнопок. Этого удалось добиться благодаря размещению в новой модели крупного сенсорного дисплея, при помощи которого можно настраивать в том числе и климатическую систему автомобиля. Окружают экран несколько дефлекторов, а также обычные кнопки для настройки вспомогательных опций. Центральный тоннель новинки не самый высокий, но широкий. Он содержит техническую панель с изящным селектором коробки передач, кармашки для вещей, подстаканники и подлокотник с дополнительным охлаждаемым бардачком. Довольно удобный руль автомобиля содержит множество кнопок на боковых спицах, еще большей степени улучшающих возможности управления. А инновационный приборный щиток, расположенный сразу за баранкой, способен сообщать об актуальных параметрах работы важнейших автомобильных систем. Для JAC A+ заготовлена безальтернативная бензиновая полторашка, выдающая 150 лошадиных сил и 210 ньютон-метров крутящего момента. Работать этот двигатель будет шестиступенчатой механической коробкой передач, либо вариатором, а вот привод во всех комплектациях только передний. Шасси имеет независимую заднюю подвеску, хотя обычно китайские компании предпочитают экономить и даже на крупные машины ставят балку. Передние и задние тормоза в автомобиле дисковые, а еще у этой модели есть батарейная модификация.
Она называется Sehol E50A. Ее отдача составляет 193 лошадиные силы и 340 ньютон-метра крутящего момента, а аккумулятор емкостью 64,5 кВт-часа обеспечивает запас хода до 500 км. Простейшие комплектации китайского лифтбека Sehol A5 Plus будут стоить примерно 11 500 долларов. Самые заряженные версии предложат уже более чем за 13 тысяч долларов. На этом у меня все. Если обзор понравился, ставьте лайк. Всем пока!